Здравствуйте, добро пожаловать на занятия о паре на Гарджине. Мы все еще разбираем 18 главу, в которой обсуждаются пустота человека и пустота частей человека. Или можно сказать пустота меня и моего. Следующий стих звучит так. Итак, это классическая дискуссия, последняя строка о че и таква. Че означает отрезать. Тот же корень есть в дорже чопа. Что это значит? Алмазный огранчик, да. Это означает резать. Че и чо– это разные формы одного слова. Че означает, что вещи просто останавливаются или что вещи просто прекращаются, словно поток, который движется и вдруг останавливается. А слово «так» означает, что это длится бесконечно. Нет ни конца, ни начала. Это длится бесконечно. И это две крайности. Интересно, что они не представляют реальной опасности для нашей практики. Они являются результатами опасности для нашей практики. И это довольно интересно. Если вы думаете, что муж происходит из самого себя, то он никогда не смог бы измениться. Итак, это два являются логическими выводами. Здесь подразумевается, что он бы вечно оставался таким же, если бы он происходил из самого себя. А когда вы думаете, что если он не происходит из самого себя, то он не происходит ни с чего другого. Это чепа. Тогда он просто бы исчез из существования. Вот почему это называется исчезание. Исчезание как результат мышления определенным образом. Вечность исчезания. Как вам это? Исчезание и вечность как следствие мышления определенным образом. Как это связано с причиной и следствием? Кан латенте, кан джунва. Это значит, что все, что происходит, основано на чем-то другом. И это очень хорошее слово, тенджун. Это очень хорошее слово в буддизме. Оно означает, что вещи происходят из других вещей. И это пратитя самутпада на санскрите, что означает зависимое происхождение. Если что-то происходит из чего-то еще, если лужа на полу возникает из-за того, что течет труба, тогда я могу остановить появление луж на полу. Я просто должен устранить течь в водопроводе. Итак, если я понимаю кан латенте кан джунва, зависимое происхождение, что-то происходит, а затем происходит что-то другое. Но здесь говорится, все, что произошло на основании чего-то другого, решик мин, не будет именно этим. Так что же это значит? Нагарджуна говорит, если бы что-то произошло в зависимости от чего-то другого, то в некотором смысле оно не было бы тем, чем оно было. И это сбивает с толку. И это похожая особенность Нагарджуны. Итак, давайте посмотрим комментарий. Чуани Лама излагает это в форме дебатов. Возьмем любой результат, который происходит в зависимости от конкретной причины. Мы можем сказать условно, и условно это важно, решик. Мы можем сказать условно, что результат не является тем же, что и его причина. Если он произошел в зависимости от причины, мы можем сказать, что он не является этой причиной. Это не так. Тайни означает условно. Мы можем сказать, что он не является этим, то есть не является причиной. Если что-то происходит от причины, тогда мы можем... Как это называется? Предварительно мы можем сказать, что результат не является той причиной. И это нормально, мы можем признать это. Если бы дерево было семенем, тогда не было бы ничего, что могло бы расти, и не было бы ничего растущего. Не было бы ничего, что могло бы быть причиной роста, и не было бы никакого роста, потому что это было бы одним и тем же. Но и результат не является чем-то иным, чем причина.
результат также не является чем-то иным, чем причина, потому что если бы результат был совершенно не связан с причиной, то он бы не произошел. Поэтому мы не можем сказать, что дерево– это семя. Но мы и не можем сказать, что дерево– это не семя в определенном смысле, потому что без семени дерево не может появиться. Тегюне дребур. И, кстати, если вы думаете, что понимаете это, то это не так, окей? Потому что вспомните Нагарджуну. Он очень, как лучше сказать, очарован этими противоречиями. Если дерево происходит из семени, то в какой-то момент они должны соприкоснуться. Но если есть какая-то точка, в которой дерево касается причины, семени, тогда дерево было бы в прошлом. Момент касания был бы в прошлом, потому что относительно дерева семя находится в прошлом. Так что, если они соприкасаются, тогда та часть дерева находится в прошлом. Место касания в месте касания. И я пытался придумать более современный пример причинно-следственной взаимосвязи, потому что мне наскучили семена и деревья. Поэтому вот картинка девочки, которая касается клавиатуры. Ее палец опускается на клавишу. Клавиша нажимается пальцем, и потом что-то происходит на экране. И это более современный пример причины и следствия. Движение пальца вызывает изменения на экране. Так зависят ли изменения на экране от пальца? И если да, то не должны ли они иметь какую-то точку контакта? И если у них есть точка контакта, то та часть, передняя часть изменения экрана касается нижней части опускающегося вниз пальца, и это происходит в одно и то же время. Тогда причина происходит в то же самое время, что и результат. Это невозможно. И Нагарджуна говорит: разве вы не заметили? Это вас не беспокоит, а меня это очень беспокоит. И это Нагарджуна. И что на самом деле происходит, мы поговорим об этом. Постоянно ко мне обращаются люди и говорят: о, это все просто интеллектуальные вещи. Вы один из тех философов, которые не могут сделать чашку кофе. И это не имеет значения для реальной жизни. Но это имеет значение для реальной жизни, потому что то, что, по вашему мнению, происходит, не может происходить. Должно быть что-то другое. Семя не может превратиться в дерево. И нажатие клавиши опускающегося пальца не могут вызвать изменения на экране. Это невозможно. Это в прямом смысле невозможно. Что-то другое происходит. И если вы думаете, что экран меняется, потому что вы нажимаете клавишу, тогда у вас проблема. И в конце концов она вас убьет. Это очень серьезная проблема. И это не какая-то философская проблема. Итак, мы приступаем к тому, что он называет пятой частью. Вы должны решить эти проблемы. Это пятый раздел. Ария Нагарджуна говорит: послушайте, вы не можете просто отмахнуться от этих проблем. Вы должны подумать о них, и вы должны что-то сделать. Они должны привести к каким-то действиям. Затем он произносит этот стих. А далее тут не хватало строки, и я ее вставил. Да, ты ее вставил. Нентхё намни сек юркянг. Так была ошибка в оригинале. Это очень красивый стих, и он очень важен для нас. На самом деле это два стиха, Тим, но все в порядке. Он говорит, что буддисты– это джиктен ки гёнпо. Что такое джиктен? Мир, верно. И гёнпо означает защитник. Таким образом, они спасители или защитники мира. Будды, которые являются защитниками мира. Они преподавали темпо, как в слове тенгюр. Они давали учения, и эти учения– дюци, амирта. Они являются нектаром бессмертия. Если вы выпьете до дна эти учения, вам не придется умирать. Амирта. Так что он называет эти учения, он называет Дарму бессмертным нектаром Дармы. Тёнчи Майит Хатэмин.
Когда они давали различные учения, это не было одним учением, но это не было и разными учениями. Итак, все учения, являющиеся нектаром бессмертия. Кстати, нектар также означает выйти за пределы смерти. Корень «нек» есть в слове некрофилия и означает смерть. И тар, как, например, в слове тара, означает переступать. И от него происходит слово transportation, передвижение. Поэтому нектар означает переступить через смерть. Тончик мает хатемин. Все учения, которые Будда когда-либо давал, это нектар бессмертия. Это отдельные учения, не являются одним учением и не являются разными учениями. Чепа мает так помин. Они не останавливаются, прежде чем начаться, и они не продолжаются вечно после того, как они начались, что является необходимым условием, если бы они существовали со своей собственной стороны. Он возвращается к той теме, которая была затронута во вводном стихе книги. «Дзок нам санг». А потом он переходит к крутой вещи. Он говорит «Дзок сан нам кьянг се пана». Если вам сложно понять эти идеи, если кто-то скажет вам «Послушайте, учение Будды– это нектар, они могут вывести вас за пределы смерти». А потом на одном дыхании добавит «Все отдельные учения, которые они давали, не являются одним и тем же учением, и они также не являются разными учениями». После того, как они это сказали, вы говорите «Перестаньте путать меня, просто скажите мне то, что хотите сказать». И они говорят «Нет, подумайте об этом. Я хочу, чтобы вы подумали об этом». Почему? Потому что учение Будды становится нектаром бессмертия для людей, которые понимают, почему они не являются одним учением и почему они не являются отдельными учениями. Это и есть ключ к нектару. Нектар не работает, если вы не понимаете, что учения не могут быть отдельными и не могут быть одним. Оба варианта невозможно. Если вы не понимаете этого, они не работают как нектар. Затем раздается этот прекрасный возглас разочарования из зала. «Но я не понимаю». «Так что же, я умру?» «Я действительно не понимаю, значит, я умру?» И он говорит «Нет, все по-прежнему хорошо». И это так приятно слышать от Нагарджуны. Он говорит «Вы не понимаете? Нет проблем. Все равно что-то хорошее произойдет». И это второй стих здесь. «Дзок сан нам кьянг се пана». Если вы боретесь с этими проблемами, с этими противоречиями, но вы так по-настоящему и не разобрались в них, и вы умираете. И затем он говорит, послушайте, вы можете попасть в мир, где учений Будды, Сепа, больше нет. Вы можете попасть в мир, лишенный или не имеющий учений Будды. Нентхё намни сек юкьянг. И вы можете попасть в мир, где больше нет учеников Будды. Так что вы можете оказаться в мире, где учений Будды больше нет, и людей, следующих этим учениям, больше нет. Что в некотором роде относится к 3 путям. Путь Бодхисаттвы, путь слушателей и путь самосозданных Будд. Самосозданный Будда– это действительно самосозданный Будда, Хаса? Не совсем Будда. Но являются ли они самосозданными? Нет, ни то, ни другое. Почему? У них было много-много учителей раньше. Да, очень много учителей в прошлых жизнях. А потом они входят в эту жизнь, и у них нет учителя, но они все равно все понимают. Так что их лучше называть теми, кто сами все понимают. Будда– это преувеличение. Врач сказал ему ехать на 3 года. Скажи еще раз. Врач сказал им, уезжайте на 3 года. Да, уехать на 3 года. Это прекрасный стих. Он говорит, послушайте, если вы не понимаете то, что я пытаюсь передать, продолжайте пробовать. Не прекращайте попытки. Даже если вы умрете. Даже если вы попадете в мир, где нет Будд и нет последователей Будд. Все равно. У вас будут озарения. Вы поймете пустоту самостоятельно, потому что вы так усердно работали в этой жизни. Понятно? Даже если вы никогда не встретите Будду после этой жизни, даже если вы никогда не встретите Дарму после этой жизни, даже если вы никогда не встретите людей, верящих в Дарму,
Даже если в следующей жизни вы будете одиноки, и место, где нет дармы и учителей, это ужасное место, но все равно что-то случится с вами, что-то хорошее случится с вами, и вы спонтанно начнете понимать пустоту. Так что это прекрасная, утешительная фраза для тех из нас, кто не совсем понимает Нагарджуну. Отлично, переходим к следующему стиху. А вот и картинка. Я всегда стараюсь найти картинку, которая поможет вам запомнить эти моменты. И теоретически вы должны смотреть на эти картинки позже. Продолжайте сеять семена в этой жизни. Это значит, продолжайте бороться с этими учениями. Продолжайте бороться с этими идеями. Не сдавайтесь. Даже если в этой жизни вы не поймете все в полной мере, вы создадите себе условия для восхитительной следующей жизни, даже в мире, где нет учений. Я думаю, это довольно утешительно. Итак, мы добрались. Здесь сказана часть вторая, часть третья. И это вторая и третья части всей главы. Итак, мы возвращаемся к самому первому структурному делению. В тибетских писаниях, в древних индийских писаниях очень сложная структура с разными заголовками. И глубоко-глубоко, они идут очень глубоко в обозначенную структуру. Он как это лучше сказать? Вы сосредотачиваетесь, а потом вы снова теряете фокус. И он говорит, кстати, мы только что достигли большой второй части всей главы и большой третьей части всей главы. Первая часть каждой главы– это философия и сложные идеи. Во второй части каждой главы он упоминает книгу Будды, в которой поддерживается версия Нагарджуна. Нагарджуна обучает пустоте. А Чони Лама, и это круто. И это был бы целый курс благодаря базе данных. И кое-что я уже сделал, но я не так много времени этому уделял. Но Чони Лама говорит, что в каждой главе книги Нагарджуны есть ссылки на Писания, на оригинальные сутры. Вы можете обратиться к первоначальным учениям Будды и найти эти моменты. Это не Нагарджуна все это придумывает. Он извлекает идеи из учений Будды, которые существовали за 700 лет до него. Итак, он дает ссылки здесь для этой главы. И это было бы интересным занятием для старших студентов– составить список и найти их. Я проверил первые несколько глав просто из удовольствия, и они верны. Но на это требуется время. Это долгий поиск по базе данных, и вы должны знать, как искать. Третья часть каждой главы– это название главы. В буддизме название главы дается в конце, на тибетском и на санскрите. Название главы приводится в конце. И я специально поставил его в начале на английском. Но вообще на санскрите и в тибетском обычно они стоят в конце. Что это за глава, которую мы закончили? Дактан Чо Такпа. Исследование человека. И здесь Чо означает части человека Дхарма. Вещи, связанные с человеком. Итак, что же произошло? Мы закончили главу 18. Возможно, вторую, наиболее важную главу. Это вторая, наиболее цитируемая глава во всем тексте. И мы продирались. Сколько у нас было занятий? 6 занятий. 6,5 занятий. Мы продирались сквозь 18 главу и закончили ее. И это большое достижение. Допустим, вы больше никогда не услышите мудрость Ари Нагарджуны, но если вы можете сказать, что слышали 18 главу, то, вероятно, вы хорошо подготовлены для следующей жизни, независимо от того, в какой мир вы попадете. Это важная глава. И мы переходим к главе 19. Она очень классная. Я помню, когда я впервые изучал эти древние книги, где-то примерно в 1975 году, 45-47 лет назад. Каждый раз проводились большие дебаты о природе времени. И меня это очень волновало. Типа, здорово, давайте поговорим об этом. Я даже прошел курс в университете, на философском факультете. Они обсуждали
Возможно ли путешествие во времени с точки зрения серьезной физики? Я всегда был так взволнован, когда видел разделы, где Будда рассуждал о природе времени. И вот мы здесь, глава 19. Исследование времени. Давайте сразу перейдем к ней. Мы сейчас фокусируемся на том, имеет ли три времени независимое существование, имеют ли прошлое, настоящее и будущее независимое существование, или их существование взаимозависимо. Имеет ли прошлое смысл только относительно настоящего и будущего? И он мог бы обсуждать этот вопрос 9 разными способами. Но он хочет остановиться на... Прежде всего, он хочет спросить, существует ли настоящее и будущее? Только лишь по отношению к прошлому. Необходимо ли прошлое, чтобы говорить о настоящем и будущем? Могут ли настоящее и будущее существовать без прошлого? И как только он рассмотрит эту возможность, и я повторю, существует ли настоящее и будущее только относительно прошлого? Необходимо ли нам прошлое, чтобы установить настоящее и будущее, или они имеют независимое существование? Может ли настоящее существовать без прошлого? Может ли будущее существовать без прошлого? Итак, для начала он рассмотрит два времени – настоящее и будущее. И он будет рассматривать их относительно прошлого, а затем он их перемешает. Затем он скажет, итак, может ли прошлое существовать без настоящего? Может ли прошлое и настоящее существовать без будущего? Он берет набор из 3 компонентов и затем описывает возможности в группах из одного и двух. И в оригинале есть существенная ошибка. Там неправильно написано слово «набор из 3». Суцхен. По буквам это... А они написали суцхен. И «м» стало префиксом в слове «цхен», который означает «знак». Мы говорим о нем, это лакшана. Так что я читала это примерно полчаса, и я такой, в этом нет никакого смысла. И затем я понял, что там была уникальная ошибка в написании, в результате которой получилось реальное слово. И это слово очень красивое, суцен. И в конце концов до меня дошло, что это просто ошибка в гравировке. Итак, продолжим. Стихи 1 и 2, глава 19. Настоящее и будущее время. Келте дела тёк юрна. Если они существуют только по отношению к прошлому, если настоящее и будущее существуют относительного прошлого, татар чунва маунпа, тогда настоящее и будущее депе тюна йопаргюр должны были бы существовать в прошлом. Если настоящее и будущее существуют только по отношению к прошлому, что означает через связь с прошлым, тогда они должны существовать в прошлом, потому что невозможно иметь общие отношения в разное время. Если вы собираетесь держаться за руки, вам обоим нужно быть здесь в один и тот же день. Понятно? Это очень интересно. Теперь он рассматривает другую возможность. Татар Чунтан Маунпа. Итак, если вам не понравился этот вариант, давайте снова поговорим о настоящем и будущем. Келте тене макюрна. Если они не существуют относительно прошлого, если прошлое уже прошло к тому времени, когда наступает настоящее и будущее, тогда как они могут быть связаны? Тогда как вы можете утверждать, что прошлое и будущее создаются умом путем сравнения с прошлым? Но если прошлое ушло и больше не существует, как вы можете говорить, что настоящее и будущее существуют относительно того, чего нет? В таком случае вы можете сказать, что прошлое и будущее существуют относительно рыбы.
Или прошлое и будущее существуют относительно человека на Луне? Видите, это не имеет значения. Если оно уже исчезло, то все исчезнувшие вещи одинаковы. Поэтому вы могли бы сказать, как вы определяете прошлое и будущее относительно рыбы на носу человека на Луне. Потому что это то же самое, что прошлое, которое уже завершилось. Оно больше не существует. Это его первый стих. У меня тут не совсем подходящая картинка. Я не успел найти лучше, честно говоря. Это просто календари. Могут ли 2022 и 2023 годы, могут ли этот год и следующий год существовать? Вы можете сказать в этом году, если нет прошлого года. И в этом случае не забывайте, мы берем 2022 и 2023 годы, текущий и следующий год. И мы сравниваем их с прошлым годом. Может ли быть 2022 год и может ли быть 2023 год без 2021 года? Если 2022 и 2023 могут быть без 2021, тогда как вы придумали 2022? Откуда вы его взяли? О, я добавил один к чему. И если они существуют относительно 21, тогда есть черта, где 22 год касается 21 года, и часть 22 это 21. И тогда этот год был бы предыдущим годом, верно? И это звучит забавно. Это звучит как чушь, но это серьезное несоответствие в мире. И это беспокоит Нагарджуну. Такие несоответствия беспокоят Нагарджуну. Он говорит, что должно происходить что-то другое. И мы собираемся исследовать, что же другое происходит. Прямо сейчас мы должны быть в замешательстве. И потом он говорит, вот как это можно выяснить. Это же метод обучения, верно? Сначала вы запутываете учеников, а потом к концу занятия вы все проясняете. И они чувствуют себя хорошо, и им кажется, что они все поняли. Если настоящее и будущее не существовали в прошлом, если настоящее и будущее не существуют в прошлом, тогда как они могли существовать сами по себе? Теце нама печхир. Извините, давайте заново. Если настоящее и будущее не существуют в прошлом, тогда как они могут иметь связь с прошлым? Как они могут касаться прошлого? Должна быть точка соприкосновения. И эта точка соприкосновения должна быть общая, временно. И это очередная глупая картинка. Если прошлое и настоящее. Извините, если настоящее и будущее не существуют в прошлом, тогда нет никакой связи. Если вы называете настоящее и будущее верхней частью этих песочных часов, и вы называете прошлое нижней частью песочных часов, и вы перевернули песочные часы, и песок в настоящем и в будущем никогда не соприкасается с песком в прошлом, тогда как возможен поток? Сейчас я покажу вам одно предложение здесь. Я не могу прочитать все предложения, потому что тогда мы никогда не закончим. Я бы, конечно, с удовольствием, но это заняло бы около 10 или 15 лет. И для меня это нормально, а люди жалуются. Он говорит, если мы возьмем пример с ростком, который только начинает прорастать из семени, та торва, настоящий росток. И итак, есть росток, появляющийся в настоящем.
И также есть причина появления ростка, в том смысле, что семя и росток происходят в одно и то же время. Когда вы видите, что росток впервые пробивается, семя раскрывается, и росток появляется, вы как будто видите оба одновременно. Но если вы подумаете об этом, часть семени, которая еще не проросла, является тем, что мы можем назвать будущим, тем, что произойдет в будущем. Как лучше сказать? Появляется позже, как чек на почте, когда кто-то должен вам денег. Это всегда будущее событие. Когда вы видите, как росток появляется из семени, там должна быть какая-то часть ростка, которая все еще хранится в семени, как потенциал для будущего. Чани маонг патанг. Мы можем назвать это будущим. Нюкушик пани. И когда росток распадается на части, когда дерево падает, шикпани де парджок, вы можете назвать это прошлым этого события. Будущее этого события, будущее ростка, выходящего из семени, это часть ростка, до сих пор находящегося в семени. Это будущее. Это произойдет в будущем. В будущем это будет дерево. Но часть ростка, которая уже умирает, это прошлое этого события. Это будет прошлым, тем, что прошло. Тогда вы начинаете путаться в том, что же такое будущее и что такое прошлое. Умирание еще не произошло, верно? Тогда это будущее. Так что прошлое – это будущее, и будущее является прошлым. К тому времени, когда вы… Извините. И будущее становится прошлым к тому времени, когда оно становится настоящим. Будущее становится прошлым к тому времени, когда оно становится настоящим. Тут что-то странное. Что-то тут не так. Вы должны подумать об этом. Да, и тогда возникает вопрос. И вот здесь картинка. Что в прошлом? Что произошло раньше, прошлое или будущее? Что ж, сначала должно произойти будущее, чтобы росток вырос, а потом оно становится прошлым, верно? То есть прошлое происходит после будущего. Я имею в виду, это правда, так что подумайте над этим. Отлично. И тогда я имею в виду, вы можете уделить этому время в своих дискуссионных группах. Вы можете обсудить это, пока будущее не станет прошлым, нет настоящего. Просто поварите это. Мой учитель часто говорил, повари это. Это означало, что он не хочет объяснять дальше. В структурном делении, если вы ему следуете, там есть ошибка. Кое-что пропущено в оригинале. И я вспомнил этот пробел. Если вы пытаетесь найти настоящее и будущее, которое не зависит от прошлого, Тени друпа йомаин. Вы никогда не найдете настоящего в будущем. Если вы ищете настоящее и будущее, которые не опираются на прошлое, вы никогда не найдете такие настоящие и будущее. Но тогда не может быть никакого времени, в котором есть настоящее и будущее, потому что если они должны опираться на прошлое, то прошлое по определению уже прошло. Поэтому, если что-либо опирается на то, что уже исчезло, то оно тоже уже исчезло. Верно? Если чашка стоит на столе, и он исчез, то чашка тоже должна исчезнуть. Она не может быть здесь, потому что они должны находиться в одном и том же времени, чтобы опираться друг на друга. Здесь есть противоречие. Что-то происходит. И тогда Чони Лама и великие комментаторы… Я хотел бы, чтобы зеленый напиток был в прошлом. Великие комментаторы продолжают говорить. Если настоящее и будущее опираются на прошлое самосуществующим образом, и я прошу вас поразмышлять над этой идеей, он не говорит,
если настоящее и будущее опирается на прошлое. Он говорил, если бы было действительно так, что настоящее и будущее опираются на прошлое самосуществующим образом, со своей собственной стороны, тогда у вас были бы эти проблемы. Что противоположно этому? Я вас спрашиваю. Что противоположно? Я скажу еще раз. Чони Лама продолжает повторять. Если бы настоящее и будущее опирались на прошлое самосуществующим образом или со своей собственной стороны, тогда что было бы противоположно этому? Поэтому он доказывает, что это невозможно. Если бы настоящее и будущее опирались на прошлое самосуществующим образом, тогда они должны были бы исчезнуть, потому что они должны были бы касаться прошлого. А прошлое исчезло. И как только вы касаетесь прошлого, вы исчезаете. Но это только если они существовали самосуществующим образом. И теперь мой вопрос к вам, к тем, кто в этой комнате, к этим выдающимся специалистам. Если бы настоящее и прошлое не существовали бы сами по себе, могут ли они опираться на прошлое? И как бы это выглядело? Что значит вам нужна моя помощь? Если бы прошлое и настоящее не существовали со своей собственной стороны, могли бы они опираться на прошлое? Если бы настоящее и будущее не существовали со своей собственной стороны, могли бы они опираться на прошлое? Да, они могли бы, потому что целостная картинка происходила бы из вас. Все это было бы просто воображением, происходящим из вас. И на самом деле это так и есть. Это все происходит из вас, что подразумевает, что вы даже можете обмануть прошлое. И это очень классная идея. Например, если вы в разводе, то, имея достаточно хороших семян, вы могли бы превратить это в шедевр. Вот это захватывающе. Возможно ли при наличии достаточного количества семян на самом деле создать другое прошлое? И я говорю да, потому что это в любом случае происходит из вас. И не только потому, что вы пытаетесь думать, что это было не так уж плохо. Я говорю не об этом. Я говорю о том, когда вы просыпаетесь и вы говорите «Она спасла мне жизнь» или «Он спас мне жизнь». Слава Богу. Хорошо, продолжаем. Мы переходим к тому, что я изначально задумал как новое занятие. Я продвигаюсь так медленно, что мы безнадежно отстали от первоначального плана занятий. Извините за кашель. Я знаю, это сбивает переводчиков. С практической стороны, это означает, что мы начинаем новое занятие в середине занятия. И значит, что мы можем сделать что-то интересное в середине занятия. И особенно интересно это для Кристины, потому что мы будем говорить о санскрите. Есть несколько важных слов для следующего раздела, и я бы хотел пройтись по ним. Первое– это кала. Они у тебя есть, Тим? Да, кала означает время. Кала означает время. Вы знаете знаменитую кала-чакру или колесо времени? Сейчас показывают на Нетфликсе. Верно? Шучу. Книги были замечательными. Новеллы были замечательными. Я посмотрел 10 минут первого эпизода и выключил. Это было похоже на первую попытку снять «Хоббита». В любом случае, слово «кала» происходит от древнего корня «чал», что означает «перемешивать» или «двигать». Мы часто видим, как буква «С» и «К» перемешиваются друг с другом. И также есть корень «чар», потому что, как я говорил, буквы «Р» и «Л» часто меняются местами. И потом это слово стало «кар» — автомобиль, и превратилось в «кел» в слове «акселератор», и в «чар» в слове «чариет» — колесница. Итак, это все движения из прошлого в будущее. Все они подразумевают какую-то скорость. И какое-то передвижение, перемещение куда-то. Древний корень для слова «время» на санскрите означает «вещь, которая движется». От него появилось слово «кар» — автомобиль, «чариет» — колесница и «акселератор». Что ты сказал?
Календарь. Я не думал об этом, но, возможно, это так. Круто. Да. Теперь мы поменяем главы, прежде чем закончим это занятие. Я дам несколько слов и следующие главы, в которых будет говориться о причинах и условиях. Название для причины — хету. Скажите хету. Слово хету происходит от корня ха, что означает идти вперед или уходить. В индоевропейском это кхе, что означает идти. И в английском есть слово gate, ворота. Есть слово go, идти. И даже индоевропейский относит сюда хина, в слове хинаяна, потому что вы прошли дальше этого. Это низший путь, а вы прошли по высшему пути. Поэтому хинаяна означает путь, оставленный позади. Круто. Итак, это хету. Между прочим, ту образуют инфинитивы от существительных, то есть это как частица ту в английском для образования инфинитива. To travel. Очень похоже. Давайте разберем слово пратья. Пратья. Оно нам пригодится на следующем занятии. И это знаменитое слово для кьен, что означает условие. Иногда вы можете думать об этом классическим образом. Семя — это хету, а затем солнечный свет, вода, усилия садовника — все это пратья. Это все способствующие факторы. И тогда хету — основная причина. Пратья здесь означает пратьяя. Пратья означает очень сильно, супер. И ая происходит от корня и, просто буквы и. Какое есть распространенное английское слово? Exit, выход. У нас там есть знак выхода. Ex означает из, а it — это прошедшее время, от и. Так что если вы хотите уйти, то вам нужно идти туда. Прати означает супердвижение. Это значит способствующий фактор. Итак, сегодня вы выучили 3 слова. Какие? Вы уже забыли их. Хету, пратья и кала. Кала. Хорошо, отлично. У нас есть немного времени. Мы сейчас быстро рассмотрим одну идею, а потом закончим это занятие. И вернемся к этому позже, на следующем занятии. Но следующая глава в структуре всей книги, или следующий заголовок в нашей структуре, называется «Рикпатетю шени ла джарва». Изучив как настоящее и будущее опираются или не опираются на прошлое, давайте их перемешаем. Давайте рассмотрим, как прошлое и настоящее зависят от будущего, например. Давайте рассмотрим другие возможности. Давайте перемешаем их. Это следующий стих. В этом стихе говорится, что вы получите ту же самую путаницу, если примените все это к 2 другим возможностям. Если вы посмотрите, как прошлое и настоящее зависят от будущего, или посмотрите, как прошлое и будущее зависят от настоящего, вы получите ту же самую неразбериху. А слово, обозначающее неразбериху, звучит так: норва, с ударением. И оно происходит от корня нор. Нор с низким тоном, что означает совершить ошибку. Это делает его активным. Вы получаете те же самые ошибки для других 2 времен. Это легко понять, мне не надо это объяснять. Не знаю, у меня была картинка. Ты готов показать ее, Тим? Я нашел 3 человек, стойки на голове. Они перевернуты. Они перевернуты вверх ногами. Я бы хотел думать о них как о прошлом, настоящем и будущем. Если вы их перемешаете, то какие еще проблемы возникнут? Вы получаете те же проблемы. Вы получаете те же проблемы, когда рассматриваете прошлое и будущее относительно настоящего. Или когда рассматриваете прошлое и настоящее относительно будущего.
Те же самые проблемы, путаницу, которую вы получаете, когда исследуете настоящее и будущее относительно прошлого. Примерно так. Тогда Чони Лама говорит: знаете, что самое классное? Вы можете взять начальные строки этого стиха, а потом я снова дам их вам. Он говорит: вы можете взять начальные строки этого стиха, извините, этой главы, которая звучит так: Татар Чунтанг Маунпа. Настоящее и будущее. Если они зависят от прошлого, тогда настоящее и прошлое должны были бы существовать. Прошу прощения. Если бы настоящее и будущее зависели от прошлого, тогда настоящее и будущее должны были бы существовать в прошлом. Это его первый стих. Второй стих. Если бы настоящее и будущее не зависели от прошлого, тогда как бы вы могли определить настоящее и будущее? Как бы вы могли сказать настоящее и будущее? Это не работает, если вы говорите, что они зависят от прошлого, настоящего и будущего. И ничего не получится, если вы скажете, что они не зависят от прошлого. И тогда он говорит: он становится милым. И он просто заменяет слова в двух изначальных стихах. И он читает их таким образом. О, если бы прошлое и будущее не зависели от настоящего, тогда они должны были бы существовать. Если бы они не зависели от настоящего, то прошлое и будущее должны были бы существовать в настоящем. А если бы прошлое и будущее не существовали в настоящем, тогда бы они вообще не могли существовать, потому что их не было бы здесь. Или если бы они не существовали относительно настоящего, тогда у нас были бы только прошлое и будущее. И он делает классную вещь, где он переставляет слова местами, как и советовал нам Нагарджуна. Он даже записывает это, что очень полезно. Теперь мы собираемся. Сколько у нас времени? Мы уже задержались, но я думаю, что будет здорово закончить еще одну идею, потому что она связана с этим. Он говорит: Чо сум цен шен ладжар. И мы исправили ошибку в оригинале, где было... Мы разобрались с этой проблемой. Он говорит: вы можете применять это к любому другому набору из трех. Это классно. Сум цен означает набор из трех. Всегда, когда у вас есть три вещи, он говорит, вы можете применить это ко всем другим трем вещам в вашей жизни. Давайте рассмотрим набор из трех вещей, и он приводит несколько примеров. Нагарджуна приводит примеры. Он говорит: Чоктан тама танг дринг. Когда вы обсуждаете концепцию относительного качества вещей, лучшее качество, худшее качество, среднее качество, это еще один набор из трех. Это еще одна триада. И то же самое вы получите то же самое. Среднее качество и лучшее качество опираются на худшее качество. Но если среднее качество не касается худшего качества, тогда нет никакого сравнения. Поэтому часть среднего качества должна быть худшим качеством. Но она не может быть им, потому что тогда среднее качество было бы худшим. Тогда было бы новое, худшее качество. Хорошо? Те же проблемы с этой триадой. Тогда Чони Лама вставляет свой пример, и он говорит: ну а как насчет Гева, Мигева и Лун Матен? Что такое Гева, Мигева и Лун Матен? Хорошая карма, плохая карма и нейтральная карма. Существуют ли они относительно друг друга? Можете ли вы сказать, что это нейтральная карма, потому что это не хорошо, не плохо, но это карма? И он говорит: нет, вы не можете так сказать, потому что если вы сравните, если нейтральная карма существует только относительно хорошей кармы и плохой кармы, тогда часть нейтральной кармы должна была бы быть хорошей кармой, и тогда хорошая карма была бы нейтральной. Часть хорошей кармы была бы нейтральной. Но если их не сравнивать, если они никогда не касаются друг друга, то нейтральная карма могла бы быть рыбой на носу человека на Луне. Если она не должна ни с чем соединяться, тогда она может соединиться с чем угодно, хорошо? У него есть еще один пример. Мне потребовалось много времени, чтобы понять его. Он говорит 1, 2 и 3. Я такой: что 1, что 2? Он говорит: нет, я просто говорю число 1, число 2, число 3. У вас не может быть набора из трех. У вас не может быть числа 1, числа 2, числа 3, если они зависят друг от друга. Потому что тогда 3 было бы 2. Но если они не зависят друг от друга, то 2 – это нос человека на Луне, а 3 – рыба.
И не обязательно, что у них была связь друг с другом. Это очень классно, очень круто. Он развлекается. Он указывает на те же проблемы со всеми другими наборами из 3 вещей в вашей жизни. Вы можете придумать свои примеры. Деннис, Хасса и досточтимый Фил. Я придумал этот набор из 3, когда искал другие примеры. Это пример с Олимпийских игр. Кто-то выигрывает золотую медаль, но в середине. Серебро слева. Но они существуют относительно друг друга. Не может быть золотой медали без бронзовой. Но если золотая медаль соприкасается с бронзовой, это уже не такая особенная медаль. И все в таком духе. Вы можете поиграть со своими наборами из 3. Хорошо, на этом мы закончим занятие. Далее мы перейдем к... Мы будем исследовать концепции времени в других буддистских школах. Это очень классная тема. Я наслаждаюсь этим. Мы рассматривали время с точки зрения срединного пути, высших школ буддизма. Но у низших школ буддизма есть очень увлекательные объяснения времени, и они важны. Итак, далее мы будем рассматривать объяснения времени другими буддистскими школами. И Нагарджуна разрушит все из них. Увидимся на следующем занятии. Спасибо вам. Спасибо всем присутствующим. Мне было приятно видеть вас здесь. Это больше бодрит, чем общение с экраном.